Привет, дорогие друзья! Сегодня меня просили показать, как подключить к сабвуферу Edifier T5 какие-либо колонки. Варианты, вообще говоря, два. Одни колонки имеют выход на сабвуфер, другие его не имеют. Я сейчас покажу, как подключить это к системе Edifier R2750DB, которая имеет этот самый выход на сабвуфер. Вообще, как выглядит процедура подключения акустического тракта, сетапа так называемого. Это некий источник сигнала, допустим, это телефон, или это ноутбук, или еще какая-нибудь звуковая карта. И колонка, и сабвуфер, чтобы получилась троечка такая себе. Значит, нужно подать сигнал прежде всего на колонку. В случае, если у колонки есть выход на сабвуфер, мы с источника сигнала, условно какого-то неяблочного совершенно, подаем на колонку сигнал. Вот я подключаю сигнал, и если этот гамма сейчас включить, она заиграет. От телефона, от источника сигнала заиграет акустическая система. Далее, следующий этап, нужно подключить к этому сетапу недостающий в ней якобы сабвуфер. Для этого используется такой же точно универсальный кабель, который используется в мультимедиа, домашней аудиотехнике, простенькой коробочных комплектах. Это 3,5 мм мини-джек и 2 RCA разъема. Здесь есть выход под этот самый мини-джек. Вот я его включил. И остается эти два RCA разъема подключить на вход саба. Видите, у него написано вход-выход. Между нами, девочками, это одинаковые совершенно клеммы, сокеты, но будем корректными, подключим на вход. Если сейчас, опять же, включить весь этот гаммус, сигнал фильтрованный здесь, во-первых, попадет на фильтр здесь, во-вторых, нужным образом скомпонуется, вы отрегулируете установки, выполните здесь, которые сабвуфер имеет, подберете фазу опытным путем, это проще сделать, подав, допустим, 40 Гц, и проверить в таком и в таком положении переключателя, вы явно услышите разницу, компенсируется ли басы здесь или нет, то есть в фазе или не в фазе этот сигнал. И система заиграет очень слаженно и хорошо. При этом вы будете регулировать общую громкость регулятором акустической системы. И громкость на сабвуфере будет послушно следовать тому, что вы выставляете здесь. Регуляторы тембра, по-моему, тут не имеют значения, не играют. Я это делал в обзоре, показывал это и других систем Edifier в частности. Это первый вариант, когда у колонок есть такой выход. Но их всего несколько моделей. Давайте-ка рассмотрим как в тот случай, когда нет выхода на сабвуфер у колонок. Вот второй случай, когда у колонок маленьких или побольше нет выхода на сабвуфер, а надо подключить хочется. Для чего сабвуфер может понадобиться маленьким колонкам, предельно ясно. Для того, чтобы расширить их диапазон вниз и обогатить басом. В этих баса якобы хватает, они самодостаточные, но тем не менее. Некоторым людям нравится гипертрофированный бас, к ним, кстати, я отношусь. Для некоторых это нужен как канал эффектов для игр, фильмов, экшенов и так дальше. То есть, зачем, это уже другой вопрос. Так или иначе, вот это вот Edifier S3000 Pro, это топовая двухполоска от Эдиков, довольно дорого стоит, и люди, которые ее покупают, иногда позволяют себе докупить еще и сабы, надо подключить. А выхода на сабвуфер у нее нету, да? Нету? Это что такое? Это как сиал, да. Нету выхода на сабвуфер, надо подключить. Так вот, в сабвуфере T5 от Edifier предусмотрен и вход, и выход. В таком случае сигнал от нашего гипотетического источника сигнала придется подать не на колонки, а на сабвуфер. Он будет первым звеном, который принимает сигнал. И сделаем это как раз на сигнал in, опять же, так же, как это было и в прежний раз. И вот сигнал, если подать, сабвуфер заиграет, колонки не заиграют. Для того, чтобы не заиграли, нужно взять опять универсальный кабель, который чаще всего применяется в мультимедиа с двумя RCA контактами, разъемами на концах, и подключить этот вход, взять сигнал отсюда и подать его, ну, допустим, на вот эту вот акустическую систему. Теперь что получается? Громкость будет регулироваться на сабвуфере здесь, а на колонках, к сожалению, здесь, друзья мои. То есть это просто перемычки. Здесь просто перемычки никак не регулируются, никаких фильтров здесь нет. Широкополосный сигнал от источника сигнала мы подаем на сабвуфер, используем его коммутацию в качестве перемычки и даем на стереосистему, которая является, вот, допустим, вот эта маленькая акустическая системка. И она будет работать, но громкость при этом здесь выставляется и здесь громкость выставляется. Или громкость общую можно регулировать на источнике сигнала. Или можем подать это дело хозяйства все на
Да, колонки покрупнее, нам без разницы. То есть все равно сигнал с источника сигнала попадет на сабвуфер, с него без преобразования он тоже попадет на эту акустическую систему. Здесь громкость будет тут регулироваться, здесь громкость тут будет регулироваться. Вместе можно будет свести, выставить любой букет басовый, нейтральный, какой вам больше понравится. Регуляторы независимо работают здесь, независимо работают здесь. Ну и независимо, конечно, здесь можете выставлять и громкость, и эквализацию какую-то делать, как вы сочтете возможно. Вот такая вот история. Чем хорош этот саб таким образом? Тем, что у него есть вот этот самый переход с разъема вход на разъема выход, потому что если его нет, например, в других сабвуферах, других производителей, там саб может быть в 100 раз лучше, но для того, чтобы его подключить к колонкам, не имеющим выхода на сабвуфер, придется городить огороды из каких-то переходников, которые, вероятнее всего, будут сделаны не очень аккуратно, будет пропадать сигнал, коротиться, еще какие-то... В домашних условиях, короче говоря, это все очень нежелательно. Желательно купить, поставить, подключить какими-то стандартными штатными средствами, не выдумывать ничего другого. Вот именно для этой цели эдики придумали вот эту вот ерунду. То есть вход и выход одновременно. Это стоит копейки, но не преобразует сигнал никак. То есть нельзя даже поругать это решение, потому что в нем ничего нет. Но зато оно дает вам возможность примитивно и просто на потребительском уровне понятно коммутировать ваш трифоник в данном случае. Все, друзья, до следующих встреч, до следующих обзоров. Пока.